Всем привет! Меня зовут Анжелика, и вы на моем канале Fit Кухня Жизни. Этот кулинарный рецепт с ресторанным вкусом мне прислала YouTube семья, мои подписчики Александр и Рита. И сегодня мы запекаем сочную дорадо и нежнейший сик без муки и без капли лишнего жира. Рецепт идеален для всех, кто следит за своей фигурой и кто бережет свое здоровье. А особенно оно актуально для у кого сахарный диабет и у кого щитовидная железа, гипотиреоз. Здесь правильные жиры для щитовидной железы и 0 скачков сахара для диабетиков. Так что поехали готовить! Нашему маринаду нужно пару минут настояться, поэтому делаем его в первую очередь. Забудьте про все майонезы и соусы, которые есть в магазинах. Они содержат очень много сахара и поднимают ваш инсулин до небес. Наш маринад – это чистая польза. Сначала берем мы соевый соус, правильный. Обратите внимание на его состав. Настоящий соевый соус для диабетиков должен быть продуктом естественного брожения, где есть только соевые бобы, вода, соль и полезные бактерии. В нем абсолютно нет сахара. Такой соус улучшает микрофлору кишечника и помогает контролировать уровень глюкозы. Следом добавляем мы французскую горчицу в зернах. Зерновая горчица – это мощный стимулятор метаболизма. Ее эфирные масла активизируют обмен веществ, что критически важно при гипотиреозе, когда щитовидка спит и вес стоит на месте. Кроме того, зерна создадут защитную корочку и удержат все соки внутри рыбы. Затем выжимаем мы сюда свежевыжатый лимонный сок. Натуральная лимонная кислота мягко расщепляет белок рыбы, делая его нежнейшим и снижает гликемическую нагрузку всего блюда. И финальный штрих – это приправа для рыбы. Внимательно читайте этикетку. В ней не должно быть сахара и глутамата натрия, только чистые сушеные травы и пряности – кориандр, имбирь, белый перец и так далее. Все ингредиенты моей приправы рыбы я укажу в описании. Они улучшают пищеварение и не вызывают скрытых отеков, в отличие от химических усилителей вкуса. Тщательно все мы перемешиваем наш густой соус и оставляем в сторонку. Он готов. Теперь мы займемся рыбой. У нас сегодня две шикарные тушки. Первая наша рыба – морская дорадо. Это та рыба, где нет головы. Это эталон диетического белка, в котором практически нет жира. Всего под 2 грамма на 100 граммов продукта. Белок дорадо усваивается организмом моментально, насыщает надолго и помогает избежать ночных приступов голода, что очень важно при диабете 2 типа. Вторая наша рыбка – это озерный сик, или, как его называют мои подписчики из Европы, сея. Это дикая рыба, настоящая сокровищница здоровья. При гипотиреозе сик – это обязательный продукт на столе. Он омега-богат природным йодом, хромом и селеном. Эти микроэлементы – главный строительный материал для гормонов щитовидной железы. Сик буквально оживляет уставший метаболизм. Делаем на рыбе косые надрезы, чтобы маринад проник до самых костей. Тщательно натираем обе рыбки со всех сторон и изнутри нашей солью. А теперь подготавливаем наши овощи. Мы берем лук и режем его кольцами. Также мы берем наш лимон, режем кольцами. И у нас остался еще чесночок. И мы его мелко режем. Там в море глубоком, в тиши океана плавает рыба, где ясный рассвет, дорадо и сик в объятиях вил ждут. На следующем этапе мы подготавливаем зелень. Кинзу, там где листочки, мы режем средне.
Так же самое укроп мы режем средние, и петрушку, где все наши листочки, режем средние. Но все наши ножки, все наши стебелечки мы оставляем, потому что это нам пригодится при запекании, чтобы сделать нормальную подушку для наших рыбок. Время откроет секрет. Без сахара, масла, чистота навсегда. Лимон и соус дарят нам аромат. Укроп и петрушка в их зелени мечты. Секрет воплощения чудесных блюд мечты. Приправы для рыбы нам путь укажут. Горчица французская в маринаде том. Подушка. А теперь переходим к сборке. Берем пергаментную бумагу и фольгу. Сверху фольгу выкладываем, а на фольгу пергаментную бумагу. И на дно нашей бумаги мы выкладываем репчатый лук. Внимание! Мы не используем ни одной капли масла. При запекании лук пустит сок, даст паровую баню, и рыба никогда не пригорит. Дальше мы отправляем наши стебельки петрушки, укропчика, кинзы, раздавленного, порезанного нашего чеснока и розмарина для ресторанного хвойного аромата. И сверху на эту ароматную грядку бережно выкладываем нашу рыбку дорадо. И посмотрите, как это красиво! Зелени в аромате тишины зовет нас к вкусу. Давай вместе поймем. Без сахара, масла, чистота навсегда. Лимон и соус дарят нам аромат. Укроп и петрушка в их зелени мечты. Секрет воплощения чудесных блюд мечты. В каждой детали без суеты мир, здоровье и радость. В каждой мгле розмарин под звездами накрывает пир. Нас к оздоровлению нежно влечет волна веры. Теперь берем наш настоящийся густой маринад и щедро обмазываем им рыбку снаружи и внутри, и с обеих сторон. Стараемся, чтобы горчичные зерна забивались в надрезы. Это будет невероятно вкусно. А теперь секретный прием от моих подписчиков. Внутрь брюшка каждой рыбы мы закладываем лимон, нарезанный кружочками, свежую зелень, пучки петрушки, укропа, кинзы. Зелень даст нам дополнительную клетчатку и антиоксиданты, а лимонный сок изнутри растворит мелкие косточки сига и уберет любой специфический запах. И также мы такую же подушку выкладываем сверху на нашу рыбку и закрываем ее сначала пергаментной бумагой, а потом фольгой. Зелени в аромате тишины зовет нас к вкусу. Давай вместе поймем. Без сахара, масла, чистота навсегда. Лимон и соус дарят нам аромат. Укроп и петрушка в их зелени мечты. Секрет воплощения чудесных блюд мечты. В каждой детали без суеты мир, здоровье и радость. В каждой мгле розмарин под звездами накрывает пир. Нас к оздоровлению нежно влечет волна веры. То же самое мы проделаем с нашей рыбкой дорадо. Берем фольгу и пергаментную бумагу. На пергаментную бумагу мы выкладываем лук, тоже без масла, потому что так же самое лук даст нам паровую баню, и рыба никогда не пригорит. Дальше мы выкладываем стебельки петрушки, чеснок, наш розмарин для хвойного аромата. И на эту красивую нашу подушку мы выкладываем нашу рыбку дорадо. Обмазываем так же самое ее нашим густым маринадом щедро. Везде
и внутри, и снаружи. И стараемся, чтобы горчичные зерна забивались надрезы. Это будет невероятно вкусно. И так же самое мы в брюшко закладываем наш лимончик, свежую зелень, укроп, петрушку, кинзу, которая дает нам дополнительную клетчатку и антиоксиданты. А лимонный сок растворяет мелкие косточки сига и уберет любой специфический запах. И теперь две мои красотулечки будут мариноваться ровно 2 часа. Оставляем их прямо здесь на столе. Никуда не ставим, ни в холодильник, прямо на столе. Ждем 2 часа. Напомню, калорийность этого нашего рецепта, нашего блюда всего 96 калорий на 100 граммов. Это настоящее спасение от скачков сахара и мощнейшая поддержка всей вашей щитовидной железы. И вот прошло 2,5 часа, хотя по рецепту должно быть 2 часа, но у меня так получилось. И теперь мы запекаем нашу рыбку. Я достаю нашу рыбку из духовки. Посмотрите на эту красоту. Какой идет пар с нашей рыбки. Какой запах у меня обалденный стоит тут на кухне. Посмотрите, горчичные зерна запеклись, и луковая подушка полностью отдала свой сок. И по всей кухне, еще раз хочу напомнить, идет сумасшедший ресторанный аромат розмарина и чеснока. А самое главное, мы не использовали ни одной капли масла. Эта рыба у нас дорадо. Давайте попробуем. Какой у меня запах стоит на кухне, вы просто не представляете. Горчица наша французская, плюс розмарин такой дает эффект. И соевый соус, ну это просто бомбезно. Лук отдал и лимончик отдали все свои соки. Рыбка у нас не сухая, посмотрите, какая у нас рыбка. Это просто, посмотрите, какое белоснежное мясо, какие волокна. Это просто чудо. У нас здесь нету мелких костей, все только крупные. Это просто... Я сейчас хочу попробовать. Как это вкусно! И я хочу лук попробовать, чтобы не сказали, что лук надо выбрасывать. Нет. Мне попался лимончик. Это просто супер. И на соль класс. Ну, я подушку попробую, чтобы можно же подушку было съесть, чтобы у нас меньше было отходов в рыбе. Это лук. Лук бомбезный. Это просто чудо. Ну, конечно, палочки мы не есть не будем. Это просто чудо. Давайте еще корочку. Смотрите, какая корочка здесь. Это ресторанное блюдо. Это только так подают в ресторане. Посмотрите, какое мясо нежное и в то же время не сухое. Оно прямо вот прямо с него течет все. Смотрите. Смотрите. Мясо у нас не сухое. Смотрите, какое оно влажное. Посмотрите, какое оно влажное. Какое... Я сейчас вам приближу, чтобы увидели, какое влажное мясо. Посмотрите, посмотрите, какое влажное. Совершенно не сухое. Сейчас подвину так, чтобы вам видно было. Это просто такое блюдо только подают в ресторане. Это ресторанное блюдо. Нет, это класс. Посмотрите, посмотрите, какое блюдо у нас получилось. Смотрите, все у нас не сухое. Все можно есть. Кроме палочек, конечно. Я вот этот кусочек обязательно попробую. Хочу, потому что он такой влажный, только вот косточка. Такой влажный, смотрите. Такой он аппетитный.
Класс. Супер. Это просто супер. Супер. Давайте вторую рыбку попробуем. А вторая рыбка у нас сик. А сик это у нас с лососевых. Смотрите, здесь то же самое, белоснежное мясо. То же самое, не сухое. Смотрите, смотрите, какое оно влажное. Сейчас приближу вам. Какое оно влажное, посмотрите. Посмотрите, не сухое. Класс. Давайте сейчас попробую. Та же самая, запах стоит. Мы делали лишь одним соусом. Одним маринадом делали. Здесь немножко само по себе мясо другое. Здесь само по себе мясо, вкус другой. Но вкус так же самый, ресторанный. Та же самая, очень-очень вкусно. Первая рыба, она более жирнее. Это более такая, меньше жира здесь. Но вкус просто обалденный. Хочется есть. И соли нормально. Это просто обалденно. Просто обалденно. Просто. У меня нету наша горчичка, наши эти пупырышки, наши эти зернышки. Это просто, когда на зубах клацает, это очень вкусно. Они отдают сразу свой запах, свой вкус и просто играют во рту этим запахом. Это просто, я хочу вот этот кусочек. Очень хочу. Это просто супер. Мне попались косточки, но в принципе вкусно. Очень вкусно. Косточки здесь крупные, мелких нету костей. Но я отрезала здесь ближе к хвосту. И такой, знаете, косточки от хвоста такие. А так очень вкусно. Очень. Какая рыбка. Вы просто не представляете. Мне хочется и хочется есть. Это просто балдежно. Это просто балдежно. Это супер. Это так. Это так. Так. Это балдежно. Я не могу оторваться. А еще можно сделать так. У нас немножко осталось такого, ну, от рыбки такая юшка, такой сок остался. Мы можем еще сверху так полить этим нашим прекрасным соусом одну рыбку. Вот. Потом мы вторую польем. И еще раз попробуем. Еще раз с этим соусом. Это просто фантастика. Это просто фантастика. Это еще вкуснее. Вы просто не представляете, какой это божественный вкус. Сейчас польем вторую рыбку. Ой. Польем вторую рыбку.
нашим соком. И попробуем с ним еще. Это спасибо Риточке и ее мужу. Они вдвоем готовили. Она мне написала в этом на канале, в Телеграме. Там написала рецепт. Это просто обалденно. Это супер. Это супер. Супер, 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 супер. Моим вам сердечка. Супер. Супер, 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 супер. Еще сердечко. Спасибо Рите и ее мужу. Это просто класс. Настоящее ресторанное блюдо. Это только подают такие блюда в ресторане от шеф-повара. И мы также стали шеф-поварами. Этот рецепт супер. Лучшее доказательство того, что путь к стройности и меню при гипотиреозе и при сахарном диабете должны быть с настоящим гастрономическим удовольствием. Сашенька и Риточка, дорогая наша YouTube-семья, мои подписчики, большое вам спасибо за такой шедевральный рецепт. А вы, мои друзья дорогие, скажите, пожалуйста, как вам такое соединение дорадо и сига? Приготовьте этот шедевральный рецепт, шедевральное блюдо. И, пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях здесь. И переходите на мой телеграм-канал. Там я делюсь всеми рецептами, новыми рецептами. Но о здоровье мы там разговариваем. Там у нас будет рассказы о ингредиентах. Так что переходите, приводите своих друзей. Подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. И в телеграм-канале вы можете оставить свой шедевральный рецепт. Может быть, следующее видео будет по вашему рецепту. А на сегодня все. Пока-пока, здоровья, приятного аппетита!